Часка — это пятизвездочная анема-лучница. Ее часто называют одной из самых необычных героинь Genshin Impact, потому что ее заряженные выстрелы наносят не только анема-урон, но и могут превращаться в другие элементы — Пира, Гидра, Электро и Крио, в зависимости от вашей команды. Благодаря этому Часка выделяется как универсальный ДД, и в исследовании мира она и вовсе считается одной из самых удобных. Ее воздушная мобильность делает путешествие легким и быстрым. Теперь давайте разберем ее сильные стороны. Прежде всего, у Часки очень простой стиль игры. Вы активируете ее элементальный навык и удерживаете заряженный выстрел. После этого она выпускает элементальные пули, которые подстраиваются под состав вашей команды. Позволяя запускать такие реакции, как таяние, пар, перегрузка и другие, без сложных ротаций. Таким образом, пули, которые выпускает Часка, зависят от членов команды. Если у вас в команде есть Пира, Гидра и Электро, то пули будут этого элемента. Если только Пира, Гидра, например, то только Пира, Гидра. То есть все зависит, кого вы себе в команду поставите. Причем именно элементальный урон этих пуль зависит от показателей Часки, а не от членов команды. Вне боя Часка особенно хороша для исследования. Ее умения и пассивка позволяют скользить и перемещаться по воздуху почти как странник. А многие игроки вовсе ставят ее в S-ранг для путешествия по открытому миру. Однако у Часки есть и слабые стороны. Самое главное, это то, что элементальные пули срабатывают немного случайно. Поэтому реакция не всегда активируется так стабильно, как хотелось бы. Из-за этого ее урон ощущается менее надежным по сравнению с другими персонажами, играющими через реакции. Кроме того, Часка сильно зависит от наличия в команде персонажей с элементами Пира, Гидра, Электро или Крио. Так что ваши возможности в сборке команды ограничены, если у вас нет сильных саппортов этих стихий. Наконец, ее урон по одной цели хороший, но против группы врагов или в ситуациях с большим количеством врагов она не всегда показывает себя так же эффективно. Геймплей у Часки легкий. Сначала активируем все вспомогательные умения других членов команды. После этого переходим на Часку, нажимаем ее элементальный навык, взлетаем и зажимаем кнопку атаки, чтобы выполнять заряженные атаки и таким образом заряжать ее вот эти пули. Как только ульта готова, сразу ее используем. Будет как приятный бонус для нанесения урона, но основной урон у нее идет через заряженные атаки, конечно, тяжелые атаки. И все. Это весь ее геймплей, то есть она играется очень легко и очень быстро. Лучшее оружие для Часки — это, естественно, ее сигнатурный лук, алое перо звездного грифа. Он идеально подходит под ее механику, дает критический урон, увеличивает общий урон и усиливает ее элементальные пули во время действия навыка. Если у вас есть возможность, это безусловно будет лучший выбор для нее. Но даже без сигнатурного оружия у Часки есть хорошие альтернативы. Из пятизвездочных вариантов подойдут такие луки, как Aqua Simulacrum и первый Великий Фокус. Оба дают высокие криты и усиливают урон. Также можно использовать четырехзвездочное оружие, которое было доступно в баннере оружия Часки, и скорее всего на реране оно тоже будет с большой вероятностью. Это украшенные цветами перья. Для тех, у кого нет пятизвездочных луков, есть достойные четырехзвездочные решения. Например, крафтовые разбивающие цепи отлично работают в ее билде, так как дает хороший урон и просто в получении. Также можно использовать другой крафтовый лук, Мелодия Покоя, или другие четырехзвездочные луки с бонусами к криту и атаке. В целом, при выборе оружия для Часки главный приоритет — это критический урон и критический шанс, а также бонус к силе атаки. Эти характеристики максимально раскрывают ее потенциал и позволяют стабильно наносить урон даже без идеальных артефактов. Лук Амос не будет полноценно работать на Часке
Да, он будет давать много сил атаки, но не будет активировать вторую пассивку этого лука, так как заряженные атаки Часки не считаются стрелами. Лучший сет артефактов для Часки это 4 части обсидиановые фолианты. Этот комплект усиливает весь наносимый урон на 15%, а время действия ее элементального навыка она входит в состояние благословления ночного духа, что позволяет активировать бонус к шансу крита. Если у вас нет полного сета обсидиановый фолиант, то есть несколько хороших альтернатив. Например, 4 части охотника сумрачного двора, который тоже дает сильный прирост урона и тоже дает бонус крит шанса, но вам в команде нужна Фурина. Также можно использовать Семинабу, которая усиливает урон от заряженных атак, или же изумрудную тень, которая позволяет снижать сопротивление к элементу, участвующему в реакции рассеивания. Теперь разберем статы. В приоритете участки всегда критический урон и критический шанс, потому что именно они обеспечивают стабильный прирост урона от ее выстрелов. На часах лучше всего поставить процент атаки, хотя в некоторых билдах можно рассмотреть и мастерство стихий, если команда полностью построена вокруг элементальных реакций. На кубке почти всегда берется процент атаки, так как ее урон напрямую от этого зависит. А на короне приоритеты критический урон, либо шанс крита, если баланс еще не достигнут. Если говорить о субстатах, то здесь все классически для ДД. Сначала криты, потом процент атаки. И в отдельных случаях полезно мастерство стихий, если билд завязан на пира или гидра реакциях. Теперь перейдем к командам. Первый вариант команды заключается в том, чтобы Часка смогла активировать как можно больше реакций элементальных. Это примерный вариант, то есть вы можете взять того, кто у вас есть. Здесь получается Фурина и Беннет, они оба хорошие баферы. Фурина увеличивает весь урон, а Беннет бафает силу атаки. Ну и Шинхея тоже можно использовать ее элементальный навык, который может увеличить или элементальный урон, в зависимости как его использовать, или тяжелые атаки. Опять же, в данном случае у нас будет, например, Гидра с Крио и Пира взаимодействовать, Крио с Гидра и Пира, или Пира с Крио и Гидра. То есть тут, как видите, именно вариант активации реакции большой. Может быть, урон не такой уж и гигантский будет, но зато можно больше реакций активировать. Такой же вариант смысловой тот же самый, но, например, поставите Оророна сюда вот. То есть здесь у нас будет уже с электрореакцией. У нас электро из Крио, из Пира может взаимодействовать и наоборот. То есть, опять же, еще один вариант. И еще можно взять, например, Ситвали, Фурину и Беннета. Фурина и Беннет, опять же, могут бафать, то есть усиливать урон. А Ситвали может снижать сопротивление к Гидра и Пира на целях. То есть взаимодействие такое общее. Другой вариант это моноэлемент. Учитывая тот факт, что Часка будет поглощать, условно скажем так, элемент членов команды и стрелять тоже этим же элементом. То есть фактически у нас моноэлемент. Это позволяет использовать саппортов данного элемента в команде. И в данном случае Часка может использовать кубок на усиление именно этого элементального урона. То есть в данном случае, например, если это Гидра, то кубок на Гидра урон ставим Часке. Здесь у нас вот Фурина, которая увеличивает урон, естественно. Кандаки, которая может элементальный урон увеличивать. Ну и в последний слот, например, как хиллера можно взять Кокоми. У меня просто Кокоми нету, потому, как видите, здесь у меня пусто. Но вы можете взять Кокоми. Вариант с Крио будет... С Крио будет вот так вот. Берем Розарию, например.
Шэньхэ. Шэньхэ в данном случае у нас бафер. Она... Ее можно и в других командах использовать, конечно, но она лучше всего именно проявляет себя как крио-бафер в команде. И можно взять Лайлу еще. Это вот крио-команда. Пиро-команда будет у нас Сянлин. Опять же, это примеры команд. Вы можете взять кого-то другого, без разницы. То есть, например, я вот сейчас Декью поставил. Можно взять Делюка, можно взять ГГ, можно взять Мавуику. И даже тех персонажей, которыми вы не будете пользоваться, например, Арлекина. Тут смысл именно, чтобы она поглощала элемент члена команды. Конечно, больше бонуса, если член команды будет бафать как-то. Например, Дехия, если использовать элементальный навык, она работает как живой щит фактически. Хоть она щиты не вешает, но часть урона будет поглощать Дехия, если член команды находится внутри кольца ее элементального навыка. И здесь мы берем Беннета. Вот. В данном случае Беннет у нас здесь бафер. То есть, например, Сянлин и Дехию можно на крайняк заменить, а вот Беннет здесь в любом случае нужен. И остается у нас электрокоманда. Это у нас Фишель. Если она у вас есть, конечно. Дальше берем Сару. В данном случае у нас Сара именно будет бафером. А желательно, чтобы она была C6. Без C6, скажем так, сложно будет реализовать ее как бафера, но можно. То есть обязательно, чтобы C6 была. И здесь можно, например, Куки взять. Она может как хилер заодно работать. Ну и плюс она дополнительно электростатус на цели вешает. Ну вот, это вот примеры всех трех моно команд. Теперь команда через пиро-гидро реакцию. В данном случае, опять же, это пример, но вы можете использовать, кто у вас есть, но идеально это будет вот Фурина и Беннет в команде. Опять же, Фурина и Беннет они баферы, оба. Беннет силу атаки увеличивает, Фурина весь урон бафает. В третий слот можно поставить любого пиро-персонажа, главное, чтобы он был. Опять же, если от него польза есть, это в разы лучше. Например, тот же ГГ, если в команде есть, он чуть-чуть увеличивает урон, если в команде есть персонажи с ночным духом. Ну, тут, я думаю, все понятно и не сложно. Единственное, есть вариант еще другой этой же команды. За место Беннета взять Силонен, чтобы она резала резисты у цели к элементам. То есть вот такое есть разнообразие, скажем. Следующий вариант это электрогидро команда. Здесь, опять же, это пример команды, вы можете выбрать кого-то другого. Единственное, что здесь Оророн должен быть обязательным. Оророн хорошо играется через реакцию гидроэлектро, потому его здесь лучше не заменять. Фурина, например, или Кокоми может быть, так как Кокоми как хилер хорошая, Фурина еще и бафать может. Я здесь выбрал Райден, но можно взять Фишель, можно взять любого другого электроперсонажа в команду, можно даже Шинобу взять. То есть здесь должен быть другой электроперсонаж в команде. Опять же. И последний вариант это команда через Пиро и Гид. И последний вариант это команда через пиро-электрореакцию. В данном случае, опять же, это пример команды. Вы можете кого-то другого взять. Главное, чтобы здесь Беннет был. Беннет будет бафать силу атаки. Я вот взял Райден, можно взять Яемика, можно взять Фишель. Главное, чтобы вешали часто электростатус на цели. Пиро, опять же, можно взять кого угодно. Главное, чтобы был кто-то, кто будет часто пиро вешать на цели. Дехия или же Сянлин. Сянлин, конечно, будет лучше, но можно взять, например, Мавуику, если у вас есть. Ну или ГГ. Огненного, конечно. И все. На этом
На этом примеры команды все. Кто новый на канале или еще не подписался, подписывайтесь, посмотрите другие видео на моем канале и ставьте лайк. Ну и, собственно, если есть что прокомментировать, комментируйте под видео в комментариях.